Ну, вы давно меня просили рассказать, как проходит день на яхте. Как вообще жизнь-то тут. Ну, вот сегодня как раз вот настроение и погода какая, и место, все располагает к тому, чтобы поделиться тяжелой жизнью на Багамских островах. Время у нас сейчас 8 утра, где-то полдевятого. Я обычно начинаю свой день с заплыва. Глубина есть где-то 4 метра. Что прикольно, лестница встроена прям в платформу. Ну, минут 15. И это очень-очень приятно начать день именно так. Следующий этап. Водные процедуры, благо. Есть и душ, и горячая вода. И вообще все супер-супер комфортно. Очень хорошо. Следующий этап. Зарядка. Без физических упражнений долго на яхте не прожить. Должен быть минимальный комплекс, желательно ежедневный. Завтрак. Самая важная часть дня, да, говорят некоторые. И хочу немножко рассказать про воду. То есть вода делается опреснителем, вода, конечно, морская. Дальше пресная вода здесь, но вот этот краник, это вода еще через специальный фильтр. Хочу показать следующий эксперимент. Вода отсюда. И вода отсюда. Есть у меня и тест на качество воды. И есть у меня тестер на TDS, Total Dissolved Solids, на содержание твердых тел. Сравниваем. 350. 340. То есть фильтр работает. То есть он убирает не только твердые частицы, но и запахи. Если там были хлор и так далее, и так далее. А тест на содержание всяких элементов совсем простой. Тут можно померить и нитраты, и металлы, и железо. То есть все, что нужно. Опустить ее туда, скажем, вот сюда на 2 секунды. Достать, подождать и сравнить по консистенции. В общем, если какая-то из этих будет очень сильно яркая, вот тогда надо обратить внимание. Можно померить pH, кислотность, total alkalinity, карбонат, кислоты, сульфиты, никель, медь, железо. В общем, пока все в норме, а это прекрасно. Думал, что бы на завтрак сегодня. И понял. Овсяная каша, кофе и яйца пашот. Они же по-английски poached eggs. Для этого у меня есть все. И чайник. Эспрессо-машина. И полный запас продуктов. Любой холодильник. Но для того, чтобы сделать яйца пашот, нет ничего более простого, чем использовать какие-нибудь формочки. Для этого у меня есть вот уже готовые. Все, что нужно, налить туда яйцо и вперед, оно готово. Немного воды. Довести до кипения.
Дать закипеть. И потом минут 5. Все готово. На медленном огне. Ну а тем временем каша. Мейпл с кленовым сиропом и сахаром. Ну и пока все остальное готовится. Чашечка эспрессо. Жизнь без этих вот маленьких радостей, конечно, тяжелее. И вообще, чем ближе яхта к дому по уюту, тем легче вам будет быть в море. Многие спорят, надо есть витамины, не надо. Я считаю, что надо. Взрослым отдал 50+. Я их клиент, как это не печально. Надо есть. А тем временем здесь же кипит, накрыть крышкой 5 минут. И вот финальный результат. Теперь все, что надо, дать им немножко остыть, буквально минутку, и ложечкой аккуратненько их вынуть. Ура, полюбуйтесь. Но главное, чего это? Яйцо смятку, да? То есть, раз, там так. Ну, после завтрака обычно у меня рабочий день начинается и длится он часа 2 без остановки. Это и митинги, это и имейлы. Некоторые требуют митинги, чтобы я рубашку одел. No, I think it's a great subject. If you guys specifically want to focus on AMRs, I think that would be great. Because now autonomous mobile robots, they are becoming practical tools for workspaces. But you know, ease of deployment, reliability remains essential for real-world adoption. So we can structure the webinar where we will present our approach, how we design autonomous mobile robots for indoor environments. And basically we focus on offices and commercial facilities. Yes, we will be discussing how robots can navigate complex layouts, operate in tight spaces, integrate naturally into everyday operations. Yeah, we can highlight practical deployment approaches. Basically, our motto is tap, map, deploy, done. Meaning fast implementation, minimal setup, and rapid return on investment. No, that sounds great, and I'm really looking forward for next week. Right, guys. Talk to you then. Bye-bye. Take care. Еще один прекрасный митинг. Так. Я думаю, на этом можно работу-то и закончить. Ну, наша компания делает такие тележки, мы их называем, они называются AMR, Autonomous Mobile Robots. Basically, нажимаете кнопочку, и она едет туда, куда запрограммирована. Очень проста в использовании, недорогая и надежная. Вот, всем надо. Так что мы все тут в пределе заняты и работы много. Далее у меня по расписанию 2 дела. Поменять батарейки. Есть у меня вот такой прибор. Такой маленький портативный счетчик Гейгера. Радиацию меряет. Батарейки нам сели. Пора заменить. Мне кто-то спросит, а зачем на яхте счетчик Гейгера? А случаи-то ведь разные бывают. Следующий замена батареек более интересная. Есть у меня такая вещь. Это сенсоры температуры по всей лодке. В кокпите, кабина сзади, в салоне, во всех холодильниках. Даже в винном погребе, wine storage. Там, внизу. Но 2 датчика. Кончилась батарейка, надо их менять где-то раз в полгода. Одна в моторном отсеке, одна в холодильнике. Вот так выглядят батарейки. Они достаточно толстенькие такие. Вот она. Но главное достоинство в том, что
Он не только показывает температуру, но и историю температуры. То есть как она менялась в течение, там, скажем, месяца. Если вдруг холодильник разморозился и заморозился опять, можно будет узнать. Легко открывается, разбирается. Достается старая батарейка, вставляется новая и заново собирается. Все, фридж вернулась. Вот теперь то же самое проделать в моторном отсеке. Вот он, датчик. Вторая тоже готова. Engine Bay. Все. Надо ее обратно повесить. Следующий по плану — это прибрать кокпит здесь. Вот. Хотим мы этого или нет, но все равно образуются какие-то плесень. Что это такое непонятное? Вот. Значит, где-то раз в месяц, может чаще, надо все это чистить. Для этого идеально подходит вот эта вещь. Просто раз, ее нету сразу же. То есть это двойной эффект. И очищает, и обеззараживает. И больше эта плесень не появится еще, наверное, месяц. Такое бывает, когда несколько дней подряд очень сыро. Или дожди идут. Идеально работает. Ну вот, полчаса активных упражнений. И больше не осталось нигде ни пятнышка плесени. По-хорошему, конечно, надо снять вот эту зимнюю enclosure. Все-таки сейчас тепло и жарко. Но через некоторое время мне предстоит дальний маршрут. Пересечь Гольфстрим и дальше в холодные северные края. Поэтому пока не снимаю. Сегодня ветра нет. Ну и как бы уже часа 3 дня, становится жарко. Но у меня и на этот случай есть инновация. Показываю. Полноразмерный вентилятор. С возможностью покрутиться, если надо. А? Каково? Все вот эти маленькие вентиляторы, которые можно купить, они шумят. И толку от них мало. Только полноценный от переменного тока. Вот это работает. Пробовал я заклеить вот это дело. Но не так просто. Буквально через какое-то время оно опять отклеивается. На берегу это надо делать. Задача на сегодня залить топливо в бак подвесного мотора. Мотор двухтактный, его надо мешать с маслом. Залил и топливо, и масло. И даже смог не сильно напачкать. Все, следующий пункт назначения — Spanish Town. Там большой магазин продовольственный. У меня, в принципе, все есть, но вот какие-то вкусняшки. Я даже оделся во все парадное ради такого случая. Какой красавчик. Даже их 2. Вау. Очень продуктивный был поход на берег.
все купил, но в первую очередь это всегда свежие фрукты, овощи. Еще мороженое. И сейчас у меня по расписанию загар и солнечные ванны. Один из самых простых, незатейливых салатов быстрого приготовления. Морковка с чесноком. Все, что нужно. Большая морковка и чеснок, и терка. Шаг первый. Морковку почистить. Чеснок тоже. После того, как потерли, немного соли. Майонез. И вот финальный вариант. Радует. Быстро. Вкусно. И всем рекомендую. Основное блюдо у меня было готово еще, в общем-то, вчера. Сегодня его только погреть. Мясное рагу. С рисом. Еще одна вещь, которую сделала яхтинг до необычайности комфортным. Это прибор под названием SodaStream. То есть позволяет делать минеральную воду газированную простым нажатием кнопки. И вуаля! И что может быть прекраснее, чем холодненькая минеральная вода? А если надо, у меня к ней есть даже добавки. Например, вот такие. Тогда будет, например, с лимоном, с сиропом. А лучший десерт — чашечка эспрессо. В общем, на жизнь я не жалуюсь. Вот часто спрашивают, а пользуюсь ли я посудомоечной машиной? Ну, достаточно часто. Во-первых, она тратит меньше воды. Но самое главное, не мне мыть посуду. Пусть это и дольше. Еще даже сушка есть. В принципе, штука очень удобная. Если вы, то есть на 2 человек, целый день посуду копится и вполне туда помещается. 3-4, наверное, лучше бы машинку побольше. Вот работает дишвошер, ну, моет посуду, да, посудомоечная машина. Но зарядка батареи по-прежнему 100%. И это все солнечные панели. Яркий солнечный день, и все заряжается опять полностью. Ну, кроме горячей воды, конечно. Горячую воду надо делать генератором. Ну, как саму воду. То есть сама вода тоже делается генератором. Опреснитель. А вот уже и вечер. И скоро будет красивый закат. Но скоро я это место покину, и меня ждет долгий переход в 110 миль. Под вечер уже не жарко. За что богаму люблю. Вот днем тепло, а вечера абсолютно комфортные. 72 Фаренгейта. Идеальная температура. Это Рассел Айленд, а за ним Спэништаун. Рыбок видно?
Steve Ward, on the bow, was delighted. He had sailed this race twice before, and both times the lighthouse had been sheathed in rain and fog, invisible except for the green signal rockets its keepers fired. But this time there it was, a white priapic exclamation point on a frothing sea. We rounded at 6:30, just as the wind rose abruptly to speed us home. But below decks, at his radio, our navigator was monitoring the BBC evening weather forecast. What it said was news to us all. Southwesterly gales, force 8, increasing severe, gale, force 9, imminent. Word spread quickly through the crew, confirmed as we felt the big yacht already heeling far over. Ну и каков результат? Идеально чистая посуда. I like our opera. This will be a great workout for my knee swords. Now! Но это еще не все. Смотреть на звезды. Сейчас самое время. Ну, это был прекрасный день. Один в череде многих. Завтра тоже много дел. Ну, я надеюсь, вы поняли примерно, как все происходит. Мне нравится. На этом все.